a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Всем доброе утро. Я сейчас стою, жарю блинчики на завтрак. И потом буду собирать Сабирку в садик и поедем. Ну все, мы уже дома. Приехали мы домой. Ездили мы в джоб-центр. В джоб-центр мы ездили отдавать документы на то, что Саша продляет маснамы свое на 2 месяца. И взяли вот такие вот антраги на то, что они бы переняли сумму. Так вот, что это за сумма? Я не помню, рассказывала я вам или не рассказывала. Мы записали детей на плавание, чтобы они научились плавать, так как у нас ни Климушка, ни Ермачок плавать не умеют, а в школе обязательно они должны уметь плавать, потому что с 4 класса у них будут уроки плавания, по-моему. Вот, и у них должны быть такие паспорта, что они могут плавать. И вот я их записала онлайном. Стоит, получается, 90 евро за каждого ребенка. В общем, получается 180. Там будет 14 или 15 занятий, 3 раза в неделю по 45 минут. И за это время они научатся плавать. Вот, и мне надо сейчас будет заполнить антраг. Завтра отвезти в этот Вассер-Парадис, чтобы они заполнили. Ну, конечно же, я завтра же сразу же оплачу, а потом уже джоб-центр как рассмотрит мою заявку, они уже переведут денежки мне на конту. Сколько полностью они оплатят или не полностью оплатят, я не знаю, но потом вам уже скажу. Вот. Так что такие дела на улице, прям ужас сегодня. Ну, в Казахстане уже нет, уже выпадает снег, я уже знаю. Но у нас нет, у нас начинаются дожди. Саша сейчас поехал в автошколу. Он хочет сделать себе штаплершайн. Это чтобы ездить на штаплере. Вот, хочет записаться, узнать когда, что. Потому что пока надо уже что-то делать. Учиться, он сказал, он не хочет учиться. И хочет сейчас штаплер сделать, шайн, и писать бевербунги на то, чтобы пойти поработать на штаплере. Если что-то потом когда-то появится где-то, что-то лучшее, то, конечно, будет писать туда. Но пока нам нужно вылазить с этого 1 евро джоб. Ну, не то, что вылазить, можно, в принципе, и сидеть на нем. Как бы, но мы не хотим сидеть на джоб-центре, и поэтому надо быстрее что-то потихонечку предпринимать, выходить на работу. Я еще сама не определилась, что я хочу. Хочу пойти либо учиться, либо работать. И, честно говоря, учиться неохота. Я уже столько за свои годы уже училась, что я бы пошла бы работать. Но посмотрим. Не будем ничего загадывать. Сейчас схожу, сделаю практику, подучу немецкий язык. И как уже получу права, потом уже буду думать, учиться идти или идти работать. Посмотрим. Как говорится, время покажет. Конечно, надо стараться что-то лучше искать, но пока ничего такого нету. Надо брать то, что есть. Быстрее слазить с джоб-центра, чтобы мочь самим. Ну, я имею в виду о том, что не надо там спрашивать, выспрашивать, а это может, а вот это может. Вот.
Вот, конечно, сейчас многие начнут мне писать, вот, вы уже потом не сможете спрашивать в джоб-центре, чтобы они переняли у вас деньги или еще что-нибудь, вам придется за все платить самостоятельно. Мне, в принципе, и так придется самостоятельно платить. Получается, если мне идти сейчас работать, то на следующий год мои дети пойдут в хорд, мне надо будет самой платить за этот хорд. Хорд стоит 80 евро, по-моему, вместе с питанием. Если мне идти работать на целый день, то дети мои должны ходить в хорд. Это мне надо оплачивать, никакой джоб-центр доплачивать мне не будет. Также Изабель, так как она третий ребенок, она до часу будет ходить бесплатно. А так как если после часу до 4 эту сумму мне придется все равно самой доплачивать. Поэтому все равно, как бы то ни было, хоть ты сам будешь и то платить, но лучше, когда ты независимый, ни от кого не зависишь, ни у кого ничего не спрашиваешь, когда ты хочешь куда поехать, когда там про тот же самый отпуск, ты должен предупреждать, что ты едешь в отпуск. Я, конечно, не как у других блогеров рассказывают, что надо съездить, предупредить, потом, когда ты прилетишь, на следующий день надо опять ехать отмечаться, то, что ты прилетел. Мы не отмечались, ничего такого не было. Просто-напросто мы сказали, что мы улетаем, и показали билеты, что на такое число у нас билеты. Потом как мы прилетели, прошло где-то 1,5 недели, они просто позвонили, спросили, как у нас дела, мы сказали, все нормально, и спросили, как вы провели свой отдых, мы сказали, хорошо, и все, как бы, и на этом никому не надо было никуда ехать. Вот, так что пойду попью чай с лимоном, что-то у меня горло начинает болеть. Вот, Саша выздоравливает, а я надеюсь, что я не заболею. Вот, так что увидимся чуть позже. Опять нарезала на тарелочку колбаску. Это одна колбаска, это совсем другая. Мясо, огурчики. Сейчас будем пить чай с бутербродами. Вот видите, у меня рабочее место. Рабочий стол. Сейчас покажу ногти, которые я сделала Танюшке. Так? Так. На моих кривых пальцах. Нормальные пальцы. Вот такие вот ногти. Красота, да? И вот она, Танюшка, к которой я ходила в гости. Вы теперь знаете. Вот такие вот ноготочки. Ну, такая Оля молодец. Ах, красота. Хвалишь меня. Пойду в субботу, буду... Всем привет, доброе утро. Дети. Сейчас мы едем. В Пени надо заехать, и потом деток отвезем до друзей. И нам надо съездить в Хильдесхайм. Нам нужно оплатить плавание и заполнить антрак, чтобы они заполнили нам антрак, и мы могли отдать этот антрак в джоб-центр. Вот сейчас быстро зайдем в Пени, возьмем сладости и поедем. Быстро покажу такую сумочку. Там печеньки с кремушком лежат. Потом вот такие вот шоколадки на Хэллоуин. Далее купила вот такие вот киндеры, там 12 штучек таких вот. Поехали шоколадки. Далее купила Минку, Мюле. Потом вот такую вот.
Приехали мы с Сашенькой в Хильдесхайм. Сейчас пойдем оплачивать нашу парковочку и пойдем в Вассер Парадис. На улице сильный дождь, так что не знаю, получится что-нибудь заснять, пока мы идем или нет. Пока ехали, была хорошая погода, сейчас погода испортилась. И зонтик я не взяла. Вот так вот. Он должен всегда в машине быть. Вот так вот выглядит автомат. Так вот выглядит автомат. Тот автомат не работал. Сейчас мы будем оплачивать. 1 час стоит 1 евро. Выглядит талончик. Сейчас его надо положить под стекло. И можно идти спокойно дальше. Блин, на улице холодно, ветер такой ледяной. Аж зуб на зуб не попадает. Я еще одела короткую курточку. Спина раскрывается. Плюс при том, что я тоже, по-моему, простыла. Нос закладывает, горло побаливает. Сейчас идем вот в этот Вассер Парадис. И потом еще зайдем в магазин. Сейчас будем обедать. Делаю я куриную грудку в таких вот листочках паприки, толченку, потушила капусту, ну и сделала еще нарезку. Пришла посылочка, и с посылочкой пришла такая вот брошюрка, книжечка, какие игрушки можно заказать детям по номерам. Тут машинки. Ну, такие вот, типа, маленьких городков. Все для мальчиков. Ну, а посылочка, я заказывала домино, чтобы детки тоже научились играть. Так как играли раньше мы, только она такое маленькое. Получается только для 2 детей. У нас, конечно, было оно побольше. Мы могли играть 4, но тут только для 2. Ну, как раз Изабель все равно еще считать не умеет. А так как Климушка, Ермачок уже может у нас считать. И вот будут... Сейчас я открою, то ножом неудобно колупать. Так, все. Убрала вот такое домино. Так оно выглядит. У нас, конечно, немного не такое было. Ну, в принципе, тоже пойдет. Надо, конечно, потом получше заказать. Хотя, сколько я отдала? Не помню. 4, по-моему, или 5 евро. Такого вот домино. Вот надо теперь их научить играть, чтобы они играли. Ну вот, обед и готов. Капуста. Это у нас грудка, картошечка, немножко овощей и мяско. Кто кушает, всем тоже приятного аппетита.
Пришли мои бульоночки, еще одна посылочка. Немножко запотела. На улице холодно. Саша спрашивает, Саша меня не слышит. Ну вот такие вот. Хотела раскрыть, показать вам. Такие вот бульоночки для ногтей. Никуда. Я не вижу. А что, нет такого? Двоек нету. Есть только 6, 3 и 1. Есть 6. Ваша. Сюда, что ли? Есть все. Все, Ермак выиграл. Ложи тройку, все. Нет, у меня одна. Ну, положи ее. Все, мама, это мак. Нет, я. Нет, все, я победила. Нет, я победила. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should've told you that you're beautiful, but the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. I wonder where are you now? Wonder where are you now? Wonder where are you now? Would you know my name? Would you know it then? Did you feel the same? Wonder where are you now? Wonder where are you now? It's too late now. 'Cause I'm growing old, but I need you to deal with my sorrow. Just a memory, just a broken frame, and I know that I have no one else to blame. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who